Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Рак на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз, события и неожиданности в вашей судьбе до конца апреля. Давайте узнаем. Апрель месяц может быть богат на разного рода сообщения, неожиданные известия и где-то неожиданную смену ваших планов, ваших отчасти и приоритетов, или, к примеру, то, что вы планировали до этого времени, вы сами можете пересмотреть. Но вот как раз у нас карты цыганского старинного пасьянса, которые расскажут о событиях, что же идет на ваш порог, что идет в вашу жизнь, что там произойдет и случится в виде событий. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла, куда без него. Всегда говорю. Итак, что о вас расскажут карты, что расскажут о вашей судьбе, с чем будут связаны предстоящие события до конца апреля. Смотрите, у вас совпадает корона. Вот прямо сразу. Символ власти. Отчасти это ваша власть. Имеется в виду, это ваши возможности. Или это какая-то ваша приоритетная, вот, как положение. Или в какой-то ситуации вы будете иметь определенные бонусы. Но и точно так же это может свидетельствовать о том, что вам придется с кем-то договариваться. Возможно, это как инстанции, учреждения или люди, которые наделены властью. И тоже тут какой-то правильный придется, может быть, или взаимоотношения выстраивать, или банально вы пойдете подписывать какие-то документы, узнавать, и вам придется говорить с высоким чиновником. Я это не исключаю. Поэтому сами по себе контакты с людьми, которые вот именно наделены властью, они могут присутствовать в вашей жизни до конца апреля. Но и у вас тоже. Это как вам дана эта сила, значит, даже сложные вопросы вы можете решить и договориться. Более того, останетесь довольны. Вдохновение, хорошее настроение кот обозначает. Также еще и флирт, мои дорогие. И хочется сказать для вас исполнение желания. Корабль. Корабль – один из символов Меркурия и еще и перемен. Но в этом пасьянсе цыганском старинном это обозначение вот именно какого-то одного исполнения желаний. Есть тут и когда все исполняется, этого колчан со стрелами, но пока он у нас не совпал. Смотрим, но уже определенная радость есть. А ведь правда, официальные лица или, может быть, у кого-то это консультации, которые необходимы вам. Книга – это учреждение. В пасьянсе именно прописаны учреждения. Конечно, это могут быть учреждения образования для кого-то, ну или вот сам по себе офис, какая-то контора, где или документы мы подписываем, или что-то узнаем. Может быть, это связано с тем, что кому-то потребуется важный документ, вот я не исключаю, например. Или у кого-то прохождение курса, получение сертификата, у кого-то визы. Но явно есть какие-то контакты, ну и понятно, хоть и у нас ваш знак зодиака, а все же, хоть и объединяют этот знак, а судьба у каждого своя. Посмотрите, вопросы дома, семейный, домашний очаг. И это может означать действительно, как и стены, или то, что связано с местом вашего жительства или планируемым местом проживания, но и домочадцы те, которые живут в этом доме. Якорь, уверенность в чем-то, мои дорогие, у вас выпадает. Якорь – это еще и стабильность. Итак, наш пасьянс готов. Смотрим, что у вас еще совпало. Напомню, что мы можем соединять значения выпавших карт как по горизонтали, так и по вертикали. Что еще для вас? Не вижу пока совпадений, должна сказать. Правда, не вижу. Все пересмотрела достаточно внимательно. Но, надо сказать, у вас и совпало немало. Поэтому тут для вас в любом случае исполняется желание и есть возможность договориться, уладить некоторые вопросы, может быть, даже сложные. По крайней мере, остаться действительно довольным, потому что в какой-то теме вот вы как будто обретаете, мои дорогие, а тут у нас еще совпадает спокойное течение жизни, перемены, исполнение желаний, спокойное течение жизни и якорь. Чудесно. Давайте пойдем дальше.
И узнаем вот уже конкретно, что нового идет в вашу жизнь до конца апреля. Пусть нам колода Таро иллюминатов расскажет, что же нового идет на ваш порог. Первая карта. Вторая. Важное событие. Чем вам запомнится апрель? Кто или что появится неожиданно? Оказия, возможность, а возможно и человек. Следующее событие, которое изменит вашу жизнь, а быть может и ваши планы, и вас самих. Что будет вас радовать? В чем ваша сила? И карта совет, и одновременно подсказка, к чему приготовиться. Давайте будем узнавать, что нового идет на ваш порог. Туз Пентаклей. Правда, карта шанса, карта возможности получения денег. Иногда преддверие или как сама по себе важная бумага, за которой последует как исполнение договоренностей, каких-то обязательств или важный документ, за которым тоже следуют возможности. Мы часто называем туз, это сама по себе вот именно возможность или шанс. Или получение известия. Но для кого-то из вас это именно решение денежных вопросов или получение денег. Но всегда ведь это туз, это как начало чего-то нового. Поэтому я не исключаю, что для кого-то из вас новые способы заработка или, может быть, по работе какие-то перемены. Как будто, посмотрите, тройка мечей – это всегда любая тройка – карта будущего. Но мы с вами знаем, что эта карта сопряжена с какими-то прежде предательствами, разочарованиями, с тяжелыми эмоциями, когда мы долгое время не могли, как прийти в нормальное, может быть, даже состояние, мы как болели внутренне. А вот не случайно выпадает туз Пентаклей, первая карта. Сейчас уже, как будто, да, вы прошли вот этот опыт. Я часто называю, вы слышите, карта здорового равнодушия. То есть, вот этот опыт, он вам был зачем-то нужен. И вот теперь вы безэмоционально на что-то реагируете. И, может быть, можете как раз застарелую проблему решить. И у вас это получится значительно легче, чем, может быть, когда-то. Или вы пытались когда-то решить какой-то вопрос, а получили фиаско. А вот здесь как будто совершенно с новыми энергиями. Возможно, так складываются события внешне. Аркан Луна. Какая-то запутанная история. Хотя аркан Луна – это где-то про образ Луна мы говорим. Светило, да, это как раз ваша планета-управитель. Поэтому у вас свое взаимоотношение с Луной. Конечно, это карта интуиции. А что такое интуиция? Это великий тандем интеллекта и пережитого опыта. Вот где-то у вас и соединяется, видимо, до конца апреля, как в красивый узор. Какое-то дело, тема, ваша идея. Или вот та возможность, которую вы видели и прежде явно. То есть есть взаимосвязь с прошлым, но раньше вы это не могли осуществить. Или не видели, как вам действовать. А здесь вам будет ваша интуиция и одновременно где-то, может быть, и внешние события так складываются, потому что это старший аркан, всегда присутствуют какие-то обстоятельства. Я допускаю, что вам придется с кем-то договариваться. Но вы как раз умеете, вот вы великие эмпаты, вы чувствительные люди. Вот, видимо, ваша интуиция будет работать максимально активно. Значит, вы можете чувствовать собеседника, есть у вас такое волшебное качество, и вот теперь оно вам помогает. Это точно. Может быть, смотрите, вот именно в этой колоде карт. Здесь она полна символов, я уже подробно не останавливаюсь. Но чтобы вот все то, что я сказала, вы как-то перенесли на себя, прочувствовали, что ли. Я скажу, имеет значение даже цвета. Принцесса жезлов. Как будто шла прекрасная принцесса куда-то и останавливается. И посмотрите, какие цвета. Зеленое платье. Зеленый свет – это как считаете, символ жизни, символ активности, символ бодрости, ресурсности. И вот такой плащ золотистый, то есть это возможности, это уверенность. И вот этот плащ, он как будто, или часть наряда, есть у нашей принцессы плащ, который как подклад, да, или изнанка. Она, вот посмотрите, ветер играет вот этим плащом и переворачивает, вот именно демонстрируя нам какую-то как бы изнанку. Или вот ту ситуацию, которая у вас была прежде, но она прорисована автором, именно красным цветом.
А красный цвет – это всегда напор, активность. Вот здесь как будто ветер или какие-то события подталкивают вас словно в спину. Про образ Марса, кстати, мы будем говорить. Поэтому вот такие энергии, которые нас подталкивают именно к каким-то действиям. Но тем не менее, шла, мы говорим, принцесса, но остановилась. Остановиться на полдороги по этой карте есть такое значение. Мы именно останавливаемся, потому что да, мы уже как будто к чему-то приступили. Или мы с чем-то определились. Но в какой-то момент мы понимаем, а нет, вот сейчас стоп. Дай-ка я еще раз подумаю, обдумаю, найду информацию. Что же, с чем я буду дальше взаимодействовать, а что для меня уже не имеет значения. Вот значит, такой самоанализ или раздумья по какой-то теме вам как будто неизбежны. Да, вот очень логически, правильно выстраиваются карты. И мы сказали, сначала туз пентаклей – это всегда шанс, возможность. Но и тройка мечей мы говорим, что эта ситуация еще из прошлого. Тут действительно карта конкретно говорит, отпускай что-то. У вас сейчас что-то завершается, где вы сами можете. Мы по картам пасьянса говорили. И может быть вот какой-то временный такой или временной промежуток, очень короткий у кого-то, может быть, минут 15-10, какое-то мгновение, когда вот вам нужно замедлиться, может быть, на бумаге выложить ваш план, перспективы по конкретному вопросу или математически что-то просчитать. Как будто карта 13-го аркана говорит, отпускай все то, что для тебя в будущем уже не будет прогрессом. Ну, понятно, нужно знать, что удерживать, а что отпускать. Не без этого, но перемены, мои дорогие, на пороге. И они, видимо, будут означать, как и новые возможности, которые должны прийти в вашу жизнь. Но для этого есть то, что мы должны как отпустить, освободить это место. И святое место пусто не бывает, правда? Важное событие. Чем запомнится вам апрель месяц? А тем, что придется, правда, договариваться. Карта недостаток. У кого-то недостаток по финансам, у кого-то недостаток взаимопонимания. Где-то мы с вами вот уже нам карты, да, вот что нового идет в вашу жизнь. Перемены мы говорим. Перемены от какого-то прежнего состояния. И для кого-то из вас уход от этого финансового минуса. А у вас первая карта была туз пентаклей. Это карта финансовая. И, безусловно, финансовых возможностей, каких-то совершенно новых предпочтений, новых планов. И, безусловно, бодрости, активности, желания, ну и первых действий. А для кого-то из вас это придется договариваться, может быть, в каких-то сложных взаимоотношениях. Может быть, и для вас, как убрать некоторые занозы из вашей жизни. Я иногда называю пятерку пентаклей именно заноза, ведь мелкая карта. Но вот понимаете, как вот есть какой-то пункт, который или нас останавливает именно искусственно, или когда мы, кстати, в ком-то сомневались, или, может быть, когда история, может быть, у кого-то и личной жизни, взаимоотношений, тут ведь у каждого по-своему. И вот было утрачено это и взаимопонимание, но, может быть, и еще и одновременно сложилось как финансовая брешь, финансовый минус. Для кого-то из вас это будет не обязательно, что это личная жизнь. Хотя я допускаю, для кого-то из вас это может быть по королю мечей. Человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Но точно так же вам придется искать правильные точки взаимодействия, возможно, с человеком, который наделен властью или работает по приказам. По этой карте идут у нас военные люди в погонах, погоны тоже разные. Или идут специалисты узкие, иногда врачи, иногда люди, работающие с металлом. Может быть, кто-то банально дома что-то будет переделывать, да, и понимают, что мне лучше надо вызвать специалиста, пусть он сделает по всем правилам, да, по всем канонам. Может быть и так, но для кого-то юрист-адвокат вам совершенно необходим. Вот важное событие. Вы знаете, тут просто, я бы сказала, вам карты дают подсказку. Перед тем, как действовать, может быть, вам действительно потребуется консультация. Или тот человек, который абсолютно безэмоционально, но зная законы, скажет точно, скажет, как вам действовать. Вам как будто свою позицию нужно тоже укрепить и четко понимать, что
за этим следует. Не просто основываться, может быть, на обещаниях. Хотя вас тут что-то радует, вас тут что-то вдохновляет. Но я бы сказала вам, мои дорогие, переложить что-то на практику. Переложить на то, что долженствующее, а не эфемерное. И то, что может быть все-таки прогрессом. Хотя я для кого-то из вас не исключаю. И у нас апрель может быть, особенно для вас, таким месяцем, когда, может быть, сложные взаимоотношения по части личной жизни. Может быть, это те взаимоотношения, когда тысячи неопределенностей с учетом аркана Луна. Или сложные отношения, когда были и соединения, и расставания, мои дорогие. Вот здесь какие-то будут приятные события. И этим может запомниться апрель. Вот правда радость, какое-то желание у вас исполняется. Что или кто появится неожиданно? А ведь правда, для кого-то тот человек, пусть, может быть, напоминает как дежавю, какие-то прежние связи, прежние контакты. Эта карта иногда ностальгия, хотя именно в этой колоде, обратите внимание, нам изображены дети, и я уже говорила, важны цвета. Здесь двое детей имеют белые волосы, а белый – это символ чистоты. Вот цвет обозначает, что, может быть, прежде как раз и были какие-то недочеты, может быть, были ссоры, были какие-то конфликты. А вот теперь так складываются события, что вы можете договориться. По этой карте иногда мы как обмениваемся подарками, или мы обмениваемся вдохновением, мои дорогие. И словно здесь нам показан как пророк, отчасти как иерофант мудрый. Для кого-то из вас прощание с одиночеством, я такое тоже могу допустить. Мы все разные. Принимайте из расклада, прогноза лишь то, что откликается вашей душе. Но здесь как будто взаимные контакты, их не избежать. Может быть, это для кого-то необходимо именно важный документ заключить или соглашение, я допускаю. Но для кого-то это будет личная история. Те отношения, которые были вроде бы и вдохновение, может быть, и как-то ностальгия, когда мы не можем, ну как отпустить даже человека, и вам придется в течение апреля месяца контактировать с этой персоной, потому что вам предстоит еще сделать эти выводы. Здесь, вот смотрите, именно в этой колоде, здесь немножко другие знаки идут. Мы часто говорим по принцу кубков, что это кто-то спешит в вашу жизнь. Ну, будем говорить, поскольку кубки, как новое знакомство мы иногда расцениваем, или как человека, который готов дарить любовь. Но в этой колоде немножко по-другому. Это искатель Грааля, мои дорогие. И я тут вижу, здесь может быть вот именно продолжена, к примеру, та история, которая не граничит только с притяжением, допустим, страстным, будем говорить, да, не физиология, а именно духовность, мои дорогие. Может быть, какой-то общий проект, единение души. Вот эта искренность. Вот в вашей жизни может появиться такой человек, как будто заново. Возможно, это была дружба. Возможно, это были контакты, когда вы просто знали человека, но ни о чем серьезном не задумывались. И пусть это будет даже на уровне проекта или работы. Но вы понимаете, и человек также понимает, что вот вы как будто нужны друг другу. В чем-то вы друг другу полезны. Вот такое неожиданное появление, может быть, какой-то персоны, хотя я не исключаю. Для кого-то это чисто ваш проект. Когда вы будете искать единомышленников, вы можете найти из тех, которых вы уже знаете. Событие, которое изменит вашу жизнь, а быть может, изменит вас самих. Ого, аркан император. По аркану императора у нас идет сила, власть, закон, порядок и организация. Мы уже с вами говорили, у вас корона в пасьянсе была, да? Символ власти. Вот как положено у нас император в короне находится. С одной стороны, это ваша сильная позиция, с другой стороны, договариваться, нам говорят, придется. Но ведь это, если мы спросили перемены, нам о переменах буквально с первых карт говорят. Но еще император – это организация собственной жизни в новом ключе, в новом порядке. Это то, что вас изменит. Вы сами тут будете многое менять, но и поскольку старший аркан, у кого-то это может быть сопряжено с тем, что
меняются законы на самом деле. Или происходят какие-то перемены вокруг вас. И, видимо, с учетом, тут у каждого будет по-своему, с учетом того, что вы слышите. Может быть, слышите в средствах массовой информации. Или смены, ну, может быть, законов. Но законы не меняются, чаще это всегда выходит дополнение. И, возможно, выйдет то дополнение, которое вам как на руку будет. Правда? Праздник после победы. Все то, что я говорила долгое время, и начинаю с пасьянса. Добрые события спешат в вашу жизнь. Как будто высшие силы хотят, чтобы и вы какие-то действия, да, произвели и, может быть, и изменились, но и изменили свою жизнь. Наверное, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. И в данном случае последний реверанс Урана в Тельце как раз и помогает знакам зодиака стихии Земли и воды. И конфигурация планетарная на май будет тоже где-то в этих же энергиях. Поэтому и старшие арканы где-то всегда свидетельствуют не только о коротком периоде, вот мы говорим, до конца апреля, а это более продолжительное время, возможно, захватит и май месяц в том числе. Что будет вас радовать, что вам будет помогать, в чем ваша сила? Замечательно. Принимать любовь, дарить любовь, согласовывать, может быть, то, что по части дома, может быть, и финансы, очень емкая карта изобилия, процветания. С кем-то договориться, обустроить дом, да, вот мы тоже говорили, сделать жилье более комфортным. Или проявив, знаете, как вашу, вы великие эмпаты, душевность, выслушать, может быть, придется какого-то человека. Возможно, к вам кто-то, тут я не исключаю. Кстати, у вас такие добрые карты выпали, а вот 13-й аркан, да, заставляет задуматься. Мои дорогие, вот может быть и правда, какая-то история, пусть не для всех, она к вам возвращается. И это от вас потребуется закопать топор войны и для кого-то пойти на примирение. Вот тогда 13-й аркан будет говорить, а ты не вспоминай. Если ты сейчас на что-то соглашаешься, тогда понимай, что, ну, как былое, да, заново не оживлять, не упреки, не какие-то взаимные претензии. Может быть, и стоит разговор какой-то откровенно провести, но тогда это то понимание, когда мы понимаем, на что мы соглашаемся. Может быть, даже это где-то карты нам говорят, у тебя сейчас есть шанс, и ты сейчас на выборе. И если ты скажешь кому-то «да», то это будет развитие отношений. Если ваш адрес, допустим, кто-то появляется в вашей жизни, или вы тоже где-то видите, ну, свои перспективы в этих отношениях, то есть вы можете сказать «да», но вы можете сказать «нет». И я тут вижу, вы будьте внимательны к тому, что вы обещаете, что вы говорите, потому что то, от чего вы можете как и согласиться, так и отказаться, это может быть как будто навсегда. Но вот примите к сведению, подумайте, будьте в некоторых вопросах, хочется сказать, продуманы. Спросите у своей души, у своего сердца, а как будет правильно, как вам будет хорошо. Карта совет и вопрос уже, к чему быть готовым дальше. А это ваша карта. Вот правда, спросите ваше сердце. В этой колоде, обратите внимание, королева кубков, она такая холодная карта. Едва ли не более холодная, чем король мечей, хотя, казалось бы, импульс. Здесь у нас снова плащ присутствует, красный, да? Какая-то активность. Почему я говорю, что это ваш адрес, какой-то человек может такую активность проявить в той или иной мере. А вот вы как будто, а вам может быть никак. Вот этот кубок теплый такой, душевный, королева кубка готова дарить кому-то одному. Не всем подряд. Или только те, которые ей дороги. Она прижимает этот кубок к сердцу, и вот так, я надеюсь, это видно, смотрит удивленно. Вы можете чему-то удивиться, мои дорогие. Смотрит удивленно, и в то же время она как в раздумье, согласиться или отказаться. Иногда эта карта означает ожидание. А мы с вами спросили как карту совет. И мы сразу можем сказать, доверяйте тем людям, которые вам не просто что-то обещают, а они готовы это, может быть, оформить документально. Или люди готовы действовать.
а не вводить в заблуждение или не строить там какие-то воздушные замки. Будет тема, о которой вам придется принимать вот это важное решение на долгий период времени. К чему приготовиться. А тут словно глаза разбежались. Мы можем выбрать только один кубок. А у нас перед нами 7, да, вот как этот герой встал и словно руками развел. Ну надо же, это все для меня. Но нам говорят, нет, ты должен выбрать что-то одно. Вот у вас ситуация выбора и ситуация перемен. И это то, что будет дальше. Поэтому не совсем тут как бы решается все одним махом в один день. О, карта императрица. Конечно, карта императрицы очень красивая. Карта говорит, знай себе цену. Это карта ресурсного человека, и вы ресурсные, снова повторяюсь. Но здесь может быть как сложные договоренности, может быть посредством закона, через юристов, адвокатов. Тут такое может быть тоже, но у вас сильная позиция. А могут быть отношения между двумя людьми, более чем ресурсными, которые друг другу как по судьбе. Все же император и императрица. Для кого-то, да, может проиграться родителями, вот даже, да, но все-таки мы смотрим вам. Я могу сказать, пусть это даже по работе или в личной жизни, тут действительно договариваться придется. Вам придется в течение апреля много раз у себя спрашивать, а хочу ли я этого или все-таки нет. Насколько глубоко я готов или готова участвовать в каком-то деле. Или продолжать вот эти взаимоотношения. Какие или какую роль, какие обязанности я готов взять на себя. И какие обязанности готов взять человек. Вот этот взаимный энергообмен. Да, вот искренность, честность должна быть в каких-то вопросах, точно так в взаимоотношениях. Ну и не случайно говорила обмен подарками. Поэтому тут не совсем игра в одни ворота. А ну где-то ты мне, я тебе. И может быть даже тот вопрос, который был прежде очень сложен, который было очень сложно, да, вот вы разочарование даже получили. Вот здесь вот эти все минусы оставляют вас и вашу жизнь. Что-то пытается оттолкнуться, но то, что входит в вашу жизнь, оно еще такое, знаете, как вибрирующее, непонятное. И от того, какие выборы, выводы вы будете делать, и будет, наверное, зависеть качество жизни. Но есть тут какая-то интересная история, мои дорогие, правда. И поэтому мне очень хочется вам пожелать, чтобы вы были счастливы и любимы всегда.